Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 12 ноября. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также на какие народные приметы стоит обязательно обратить внимание, чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Друзья, итак, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Итак, в церкви сегодня вспоминают священного мученика Зиновия и его сестру Зиновию, которые жили в начале первого тысячелетия в Каппадокии. Зиновий, епископ Егейский, и его сестра родились у благочестивых набожных христиан. Родители привили своим детям христианскую веру, а Зиновий и Зиновия рано сиротели и решили отказаться от мирского, раздали имущество бедным и стали жить по закону Божьему. Господь вознаградил Зиновия за целомудрие и праведность. Святой получил дар чудотворения и мог молитвой исцелять больных. Зиновия избрали сами жители своим епископом. Когда к власти пришел император Диоклетиан, то, к сожалению, начались гонения на христиан. Пострадали в числе верующих Зиновия и Зиновий. Сначала на суд вызвали епископа, но ни угрозы, ни пытки не смогли заставить его отречься от Бога. А сестра, узнав о страданиях брата, пришла на судилище, чтобы ее также подвергли мучениям. Правитель призвал девушку поклониться языческим божествам, но и она оказалась непреклонна. Тогда Диоклетиан повелел казнить их. На Руси этот день получил несколько названий, такие как Зиновьев день, Зиновий и Зиновия, Зиновий Синичник, Зинькин праздник, Юровая или Синичкин день. И к Зиновьему дню прилетали зимующие птицы. Это и синицы, снегири, сойки, чечетки. Именно поэтому отмечали сегодня птичий праздник. Важная веха, говорящая о смене времен года. На Зиновию Зину праздник Зиняк-Синичек. Или невеличка птичка-синичка, а и та на свой праздник помнит, говорили наши предки. Поэтому было принято 12 ноября строить птичьи кормушки. Дети мастерили и развешивали столовые вкусняшки для птиц под руководством взрослых. Наши предки верили, что такая забота о природе вознаградится. Удастся приманить птицу в свой двор, значит, это говорило о том, что будут хорошие новости и будет благополучие в доме. Синичка села прямо на руку, то и вовсе исполнится самое заветное желание. По синицам, к слову, предсказывали в этот день погоду. Если к дому прилетела целая стая, то скоро придут сильные холода. Морозов следует ждать наверняка, если птичка сядет к вам на подоконник. А еще, если синица свистит, день выдастся ясным, если пищит к морозу ночью. Также этот день считался и девичьим праздником. В народном календаре в этот день отмечается праздник, его прозвали Синичкин день, или по-другому еще называли даже Синичкин праздник. И наши предки услышали созвучность в имени святых и название веселой птички синицы, которую в народе звали Зинька. А дети, подражая ее голосу, напевали «Синичка-сестричка, зинь-динь, зинь-динь». Так день Зиновия и Зиновий стал Синичкиным праздником, потому что примерно в это время прилетали на зимовку перелетные птицы. 12 ноября почитали птиц и верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме. И если 11 ноября было принято поздравлять овчаров и пастухов, то 12-го отмечали праздник охотников и рыбаков. В северных районах только в это время звероловы собирались на промысел. По этому поводу устраивались пышные проводы и проводились всевозможные обряды, потому что люди верили, что специальные ритуалы могут привлечь удачу.
12 ноября охотнику нужно было обязательно выехать на первую порошу, чтобы подстрелить хотя бы одного зайчика. Если это сделать, то считалось, что весь следующий год с промысла будешь возвращаться с добычей, да и фортуна будет во всем улыбаться. Первого пойманного зайца в народе называли именинником, а на следующий день, 13 ноября, праздник был рыбаков и охотников, а значит продолжали и отмечать. Вы знаете, у охотников была традиция договариваться с лешим, чтобы он следы в лесу не запутывал, помогал больше дичи отловить и защищал людей от диких животных. В свою очередь, охотники обещали лешему, что не будут вытаптывать траву, ломать кустарники, деревья, бить много зверей, а также трогать животных с детенышами. Если же человек не сдерживал свое обещание, то леший мог сильно рассердиться и наказать его. Запутать следы, отхлестать ветками по лицу, напустить болезни, испугать или еще хуже наслать диких зверей. Поскольку это был Синичкин день, то к нему готовились особенным образом. Делали кормушки, наполняли их припасами, а также раскидывали корм во дворе. Ведь если во двор залетит синица, то в нем по народным приметам поселится счастье и удача. А молодые люди, мечтавшие увидеть мир, именно 12 ноября просили у синички помочь им в этом. Что делали? Шли к кормушке, клали туда кусочек сала, а вы знаете, наверное, что самое любимое лакомство у синичек – это сало. И говорили следующие магические слова. «Синичка, птичка, ты много летала, столько повидала, и я хочу все знать, 100 дорог истоптать. Прошу тебя, благослови, дорогу мне покажи». После трижды обходили кормушки по часовой стрелке и уходили. Обычно после этого ритуала уже весной, когда улетали синички, собирались в дорогу и молодежь. Конечно, в этот день были и свои особые запреты, которые наши предки старались выполнять. Поэтому в этот день рекомендовалось позаботиться о пернатых и покормить их. Однако хлеб был запрещен, потому что он содержит соль, молоко, масло, сахар и превращается в желудке птицы в клейкую массу, бродит и приводит к обезвоживанию. Жареные семечки также давать запрещено. Крупы нужно насыпать с осторожностью, потому что они быстро плесневеют. Солености приводят к слепоте. Знайте, пожалуйста, об этом, если любите кормить своих малышей. Также можно давать не жареные подсолнечные семена и не соленое сало. Покормите птицу правильно, не навредите ей. Таким образом вы сможете заручиться удачей. Строго-настрого было запрещено обижать птиц. В любое время природа воздаст за зло, причиненное ей, а в этот день последствия не заставят себя долго ждать и неудачи будут преследовать. Нельзя было 12 ноября и ругаться, это в Синичкин день сулило неприятности и неудачи. Не стоит проводить день слишком праздно и бесцельно. Чтобы дела ладились, наметьте на сегодня цель и начинайте делать. Неоправданный риск идти сегодня не рекомендуется. Также в этот день не стоит и выбрасывать еду. Конечно же, после трапезы у вас может остаться пища, но не вздумайте выбрасывать ее, иначе голодные времена притянете. Доедайте же или отдайте все животным на улице. В этот день нельзя было и жадничать. Даже самым скупым людям сегодня придется расщедриться, иначе навлечете на себя серьезные проблемы. Помогайте людям и не отказывайте в милостыне, если не хотите занять место бедняков. Также в этот день не стоит выяснять и отношения. Если человек, с которым вечно вы спорите, то в этот день держитесь от него подальше. В Синичкин день запрещается спорить, ссорить и выяснять отношения. Сегодня нельзя продолжить путь по дороге, через которую перебежал заяц, потому что это была самая верная примета к неудаче. Нужно пойти по другому маршруту. Если же такой возможности нет, то следует сделать 5 шагов назад спиной. Считается, что тогда дурная примета не сработает. В Синичкин день запрещено незамужним девушкам есть говядину и свинину. Считалось, иначе вся красота уйдет. Им надо отведать зайчатины, чтобы быть популярной у сильного пола.
Также 12 ноября охотникам и рыбакам нельзя было сидеть дома, иначе в будущем их будут ждать одни разочарования в своем деле. Также нельзя забывать, что перед тем, как войти в лес, охотникам следует задобрить лешего, оставив ему сладкий пирог на пеньке. Рыбакам же необходимо первый сегодняшний улов тут же отметить на берегу, задабривая водяного. Также 12 ноября ни в коем случае не выгоняйте из дома залетевшую синичку, поскольку она несет за собой веселый праздник и приход желанных гостей. Ее нужно покормить и только после этого выпустить на волю. А вот если же птичка села на руку, то это большое счастье, так как примета сулит исполнение самого заветного желания. Также помните, что сегодня не стоит просить и соль взаймы. Дело в том, что есть верная примета, что если откажут в синичкин день, то это к большой и затяжной ссоре. А вот люди, рожденные 12 ноября, по знаку зодиака Скорпионы. Они обаятельны, успешны в разных сферах деятельности, имеют много талантов. Любимому делу отдаются с фанатичным рвением. В качестве талисмана им следует носить хризолит. Друзья, вот такой у нас с вами день по народным приметам 12 ноября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше всего понравилось, и смотрите. Там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Всех вам благ. Услышимся в следующем видео.